Всем большой привет и рад приветствовать вас на своем канале. Друзья, сегодня хочу поделиться с вами рецептом макарон шоколадных на итальянской меренге. Рецептов у меня на канале много, а сегодняшнее видео я хочу просто, так сказать, посвятить армированному силиконовому коврику от Олет. В одном из моих предыдущих видео вы видели распаковку с магазина Тортомастер. И вот я сегодня решил испытать коврик на деле. И знаете, что я в основном пользуюсь тефлоновыми ковриками, не в основном, а только ими пользуюсь также от производства Олет. А в этот раз хочу попробовать силиконовый коврик от этого же производителя. Ну и для нас понадобится миндальная мука, у меня тут сахарная пудра и какао. Берите какао обезжиренное, если найдете. Сахар, два вида белка, один для меренги, другой для марципана. Вода, соль и лимонная кислота. Соль и лимонную кислоту можете заменить либо на соль, либо на лимонную кислоту. И первым делом замешаем марципан, чтобы в дальнейшем не понадобится. И нам нужно, смотрите, вот такая вот плотная лопатка, потому что нам нужно будет прям с усилением размешивать наш марципан. Делаем лунку, добавляем белок. И, друзья, еще помню, что белки у нас должны быть обязательно комнатной температуры, не состаренные, но комнатной температуры. И вот здесь прям очень хорошо усердно замешиваем наш марципан. Видите, вот когда у вас собрался вот такой вот плотный шар, то есть вы трогаете руками, и он практически не прилипает к пальцу, значит у вас хорошая миндальная мука. Все, наш марципан готов, и откладываем в сторону. Теперь будем заниматься меренгой. Для этого нам нужен ковш с толстым дном. Помню, что у нас итальянская меренга, то есть мы завариваем сироп. В ковшик отправляем воду и сахар. И берем с толстым дном, потому что мы не будем перемешивать сироп, и чтобы он у вас не пригорел. Также для работы нам понадобится вот такой вот термометр. Желательно вот с таким вот щупом, не черный, который с красными кнопками. Тот показывает неверную температуру. Ну и также понадобится пирометр. Это не обязательно. Можно также на глаз. Я потом покажу, до какой консистенции нужно взбивать. Итак, в чашу миксера отправляем второй белок. Сюда же соль и лимонную кислоту. Также можно либо соль, либо лимонную кислоту. Это у нас является вспомогательным ингредиентом для взбивания. Я чуть-чуть помогу венчиком, так как у меня чаша миксера такая своеобразная, чтобы полностью у меня растворился лимонная кислота. Теперь включаем термометр и устанавливаю 118 градусов. И смотрите, друзья, тут тоже такой момент. Вот у меня по миксеру, у меня как на термометр показывает 114 градусов, я включаю его на всю мощность. Тут тоже уже надо смотреть по мощности вашего миксера. Для кого-то это 114 градусов, для кого-то 115, для кого-то достаточно 110 градусов. Тут уже надо будет, так же как и с духовкой, и с температурой, тоже надо приноровиться к своему миксеру. И теперь мы завариваем сироп. Слегка во время варки я покачиваю с стороны в сторону, и все, вот 114 градусов у меня. И вот в этот момент, как я говорил, что у вас белок должен полностью перевестись в пенное состояние. Не хлопьями летать, а вот чтобы вся жидкая часть перевелась в пенное состояние. И взбиваем где-то до 29, 30 градусов, либо минутки 3-4, но это уже зависит от температуры помещения. А взбиваем мы, сейчас я покажу, до какой консистенции. Вот видите, получается и идет пики, но в конце такой мягкий клювик, который из стороны в сторону, то есть он огибается. Все, меренга готова. Теперь берем наш марципан
И меренгу как бы на глаз делим на 3 части. Первую часть мы можем спокойно прям с усилением размешивать. Вторую мы уже чуть поаккуратнее. И третью мы добавляем и уже будем смотреть на стекающую ленту. И будем контролировать, чтобы не чересчур перемешать. Потому что если слишком много мы размешаем, будет жидкая меренга и, соответственно, у вас не получится крышечки. Вот до такой вот консистенции мы размешиваем, когда у вас вот такая вот ленивая лента стекает. Он получается у вас как бы вот таким вот треугольником и вот лениво стекается. Если он у вас прям кусками падает, еще пару раз смешивайте и смотрите. Вот здесь тоже нужно будет вот прям контролировать и поймать вот тот момент, который нужен. Все, теперь перекладываем в кондитерский мешок. У меня там насадка круг с диаметром 1 сантиметр. И вот ради чего мы сегодня собрались, так сказать. Вот он, армированный силиконовый коврик от OLED. Ссылку я оставлю под видео. Сейчас поближе покажу, как он выглядит. Видите, внутри идет сетка армирована, а сверху и снизу он покрыт тонким слоем пищевого силикона. Все, устанавливаю его на лист для выпекания, и круги у меня идет 4 сантиметра. Это для удобства. Кто-то может на глаз уже отсаживать. А сам вот шаблон, то есть можете в интернете найти, либо самим начертить. Это я начертил сам. И все, теперь отсадка. Все, крышечка отсадил, убираю трафарет. И чтобы выровнять сами крышечки сверху, небольшие пики, я слегка снизу отсаживаю и отправляю на просушку где-то минут на 15. И выпекаю, как я сказал, уже разогретой духовке на 100, в моем случае 150 градусов, 19-20 минут. И вот смотрите, друзья, на мое удивление, как от силиконового коврика крышечки, они буквально, вот видите, прям отлетают от этого. И так же, как от тефлона, от этой марки, также силикон. То есть был приятно удивлен, так сказать. И вот смотрите, друзья, какие получаются крышечки. Какая у него идет юбочка. Ну, тут из-за того, что идет силикон, он чуть-чуть юбочка не такая по сравнению как с тефлоновыми ковриками. Но результатом меня вполне устраивает. Сейчас покажу, подберу подходящую крышечку. И уже покажу, какой он идет в собранном состоянии. И вот смотрите, друзья, какие крышечки получаются. Видите, какой глянцевый. Что крышечка глянцевая, что дно идет вот таким вот глянцевым блеском. Так что, друзья, вот сейчас еще самый момент. Покажу, какой внутри. И видите, какое мясо, мясцо наших крышечек получилось. И это, друзья, сейчас еще покажу. Смотрите, тут идет не полость, а из-за того, что шоколадный идет макарон, и тень отпадает, и поэтому такие вот не, то есть это не то, что пустоты, это вот тень, видите, вот если под углом посмотреть, то есть это тень падает от лампы. Вот такой вот получается внутри. Вот такой вот мякиш. Так что, друзья, готовить макарон это вовсе не страшно. Ну и заодно от меня совет по поводу этого коврика. Смело можете приобретать, так сказать. Что, друзья, чтобы не пропустить нового видео, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. А я вам желаю хорошего дня и до новых встреч. Всем пока.